После прохождения бесплатного курса «Магия Lightroom» вы сможете делать фотографии не только для себя, но и превратите ваше хобби в бизнес или дополнительный способ заработка. Ну и, конечно же, знания, полученные на этом курсе, позволят вам занимать высокие места в различных конкурсах фотографии, участвовать без стеснения в фотовыставках, собирать сотни и тысячи лайков в социальных сетях. А перед началом занятий небольшое предисловие. Lightroom всегда был и остается самой популярной программой по обработке фотографий. Он эффективно сочетает в себе инструменты управления каталогом изображений с богатым набором функций, в том числе и на базе искусственного интеллекта. Высокая скорость обработки и возможности пакетного редактирования удовлетворят не только творческую личность, но и самого требовательного профессионала. Ровно 5 лет тому назад на этом канале вашему вниманию был представлен курс Lightroom от А до Я, который стал одним из популярных обучающих на платформе YouTube видео. Сегодня Lightroom достаточно серьезно изменился и повзрослел, продвинулся. Программа получила новые инструменты, а классические средства значительно были улучшены и оптимизированы, получив дополнительные расширенные возможности. А еще я читаю все ваши комментарии, стараюсь не оставлять без ответа ни один ваш вопрос. И вот наступила пора записать новый курс. В курсе «Магия Lightroom» я, несомненно, учел как новые возможности и особенности инструментов, так и ваши предложения и пожелания. Новый курс, как и предыдущий, будет для вас совершенно бесплатным и позволит вам очень быстро, буквально за пару часов, освоить все самые важные и самые необходимые инструменты, понять алгоритмы работы программы и освоить качественную проявку ваших изображений. Мы изучим базовую проявку снимка, пакетную обработку – это когда сразу обрабатывается большое количество изображений. Научимся правильно и грамотно применять такие инструменты, как тоновая кривая, маски, градиенты, цветокоррекция. Вы научитесь создавать и применять собственные стили, которые принято называть пресетами. Освоите абсолютно все инструменты, которые позволят вам из нулевого уровня сразу стать продвинутым пользователем одной из самых популярных в мире программ по обработке изображений. И, конечно же, для того, чтобы начать обучение, вам понадобится установить программу Lightroom Classic. Прошу не путать с мобильной версией, которая называется Lightroom. Разницу понять легко. Вот здесь мобильное приложение Lightroom, а здесь программа для ПК Lightroom Classic. Если у вас есть сложности с установкой программы, переходите по ссылке в описании или, если смотрите на телевизоре, наведите телефон на этот QR-код. Переходите в наш телеграм-канал для получения бесплатной технической поддержки и помощи по установке необходимого для обучения программного обеспечения. И еще. Отвечая на один из самых частых вопросов, программы Camera Raw и Lightroom Classic абсолютно одинаковые программы, которые отличаются интерфейсом. Также Lightroom умеет работать с каталогами, пакетно обрабатывать большой объем фотографий, а Camera Raw – это фильтр, входящий в единую программу вместе с Photoshop, и не имеет таких преимуществ. Но с точки зрения инструментов они идентичны, что Lightroom, что Camera Raw. Теперь, когда у вас уже точно у всех установлен Lightroom Classic, предлагаю начинать наш курс, и первое, что мы с вами сделаем, это запустим программу, кликнув на значок Lightroom. Запускаем Lightroom Classic, и программа предлагает вам создать или обновить каталог. Если даже ранее вы уже создавали каталог по пути, предложенному Lightroom, я рекомендую вам создать новый каталог на несистемном жестком диске. Это позволит сэкономить вам свободное пространство. В левом верхнем углу нажимаем кнопочку «Файл», «Новый каталог», вводим название, нажимаем кнопочку «Создать».
Lightroom закрывается и откроется с новым каталогом, который пока не содержит фотографий, и далее мы освоим с вами импорт в данный каталог. Каталог – это облако, которое хранит все данные о файлах фотографии, метаданные, рейтинги и даже записи обработки. Lightroom позволяет работать как в одном каталоге, так и создавать большое количество каталогов, например, для различных проектов или жанров. Выберите наиболее подходящий вариант работы. Я лично предпочитаю работать в едином каталоге. Управляйте каталогами через меню. Перейдите в верхнее меню слева, нажмите «Файл», и первые верхние 3 строчки выпавшего меню позволят вам управлять каталогами. Создавать, переименовывать, удалять. Если вы столкнетесь с какой-то нетиповой проблемой, в описании к этому видео я оставлю вам 2 ссылки с официального сайта Adobe, перейдя по которым вы найдете всю информацию по работе с каталогами. После обновления Lightroom Classic до новой версии, при первом открытии вас встречает анимация новых возможностей программы. Если вы случайно закрыли это окно, либо анимация у вас не отображается, вы всегда можете активировать ее, кликнув в левой верхней панели на кнопочку «Справка. Новые возможности». Анимация оформлена в виде презентации основного функционала. Такая анимация и описание новых функций вас будет встречать каждый раз при обновлении программы Lightroom. Также по кнопочке «Справка» вы можете перейти в руководство Lightroom Classic и ознакомиться с обучающим видео. Первым делом давайте ознакомимся с интерфейсом программы. В левом верхнем углу нас встречают несколько закладок, они находятся под небольшим шрифтом. Здесь необходимо сделать следующие действия. Переходим с вами в редактирование, выбираем установки. В закладке «Основные» можно поменять язык, я предпочитаю работать в интерфейсе с русским языком. Настроек достаточно много, но те, что стоят по дефолту, удовлетворят даже самого требовательного фотографа. Поэтому здесь мы долго с вами задерживаться не будем, внесем лишь те изменения, которые нам необходимы для более корректной работы программы. Переходим в закладку «Производительность». Далее выбираем расположение кэш-файлов, нажимаем кнопочку «Выбрать», выбираем дополнительный диск, на котором не установлена операционная система, для того, чтобы не загружать наш компьютер. Создаем здесь свою папку и нажимаем «Выбор папки». Теперь кэш будет храниться не на системном диске, и память компьютера не будет забиваться лишними файлами. Максимальный размер кэша можно оставить по умолчанию, и здесь также вы можете периодически вручную очищать память Lightroom, просто нажимая кнопочку «Очистить кэш-память». Остальные настройки можно не трогать, они в принципе выставлены оптимально для нормальной качественной работы в программе Lightroom. Нажимаем «Ок». Что еще нам необходимо знать в настройках? Если вы будете работать с большим объемом изображений, то вам наверняка понадобится изучить работу горячих клавиш. Lightroom и в этом случае побеспокоился о нас. И в настройках скрыта шпаргалка, которая отображает основные рабочие клавиши. Для этого необходимо перейти также «Справка» и кликнуть здесь «Комбинация клавиш модуля библиотека». Кнопочкой Escape вы скрываете эту шпаргалку. Рекомендую также посмотреть дополнительное видео по самым актуальным горячим клавишам Lightroom. Ссылка на видео будет в описании, перейти также можно по QR-коду. Используйте дорожную карту обучения на сайте нашей фотошколы в виде пошагового алгоритма, начиная от компоновки кадра при съемке до использования профессиональных инструментов с примерами бесплатных уроков. Скачайте и установите бесплатный набор пресетов Desire для Lightroom и Camera Raw.
который поможет вам быстро и качественно обработать ваши снимки. Обратите внимание на продвинутый курс, который научит вас управлять цветом и вооружит богатым набором пресетов, экшенов и плагинов и других инструментов. Поможет выработать собственный стиль фотографа и повысит художественную ценность даже заурядному снимку из ваших первых фотоэкспериментов. Все нужные ссылки будут в описании к этому видеоролику.